Всем привет! В этом видео я расскажу и покажу, как превратить галерею в карусель, или точнее карусель в галерею на чистом CSS без дублирования контента. Можно было, конечно, отдельными блоками вывести и показывать на соответствующих устройствах галерею, и в отдельном блоке показывать карусель для мобильной версии, но заказчик попросил не дублировать контент, поэтому я вчера придумал, как это сделать. Давайте посмотрим. Так, здесь я уже добавил сразу два медиа запроса. То есть все стили, которые у нас будут касаться галереи, будут находиться в этом медиа запросе. То есть для экранов шириной от 768 пикселей и более. А все стили, которые у нас будут касаться карусели, у нас будут находиться вот в этом медиа запросе. Для экранов шириной, максимальной шириной 767 пикселей. Так, добавим общий контейнер, в котором у нас будет все располагаться. Уберем отступы сразу и сделаем отступы справа и слева, чтобы ничего у нас не прилипало. Так, зададим класс этому контейнеру. Для чего? Для того, чтобы все стили, которые будут относиться к этой карусели, не повлияли на другие карусели, которые, если вдруг, могут оказаться на этой же странице. Так, далее в этот контейнер вставляем еще один контейнер. Ему также зададим стиль. Он нам потом понадобится. Так, карусель 1 бокс. Теперь давайте добавим сюда нашу карусель. Так, размер изображения поставим полный. Показать слайдов 9. Хоть и на мобильной версии у нас будет только 3 слайда, на ПК и планшете надо будет показывать все 9. Так, ну, растягивать изображение можно поставить. Это если когда изображение разное по высоте. Навигация нам не нужна, даже в мобильной версии будет. И автоплей отключим. Поставим отступ между изображениями 20 пикселей. Так, добавим наше изображение. Так, вот у нас появилась наша карусель, которую нам необходимо будет сейчас превратить в галерею. Давайте проинспектируем ее. Откроем сразу стили. Так, вот здесь справа смотрим, это у нас слайды. Их здесь больше, чем 9. Поэтому сейчас все увидите. Так, берем класс контейнера, в котором находятся эти слайды. Так, добавим класс. Добавим класс. Да, хотя можно, наверное, не добавлять. Ну, давайте добавим класс это общего контейнера, чтобы остальные карусели на странице не пострадали. Так, я буду делать галерею на сетке grid. Есть такое свойство в CSS. Так, зададим дисплей. Дисплей grid. Зададим принудительно на всякий случай. Так, у нас куда-то все пропало. Это все понятно, потому что там у них есть трансформ. И видим, что здесь справа минус 1250. Это все уехало влево на 1000 пикселей. Поэтому сейчас мы этот трансформ отменим. Свойства. Так, вот у нас появились наши слайды. Их больше, чем 9. Они повторяются 2 раза. То есть их здесь должно быть сейчас, наверное, 27, если не ошибаюсь. Или 18, да, 4, 6, 9, 4, 6, да, 27. Так, теперь зададим шаблон, по которому будет у нас выводиться наша сетка. Это 3 в ряд
Так, далее зададим сразу отступы между столбцами и строками нашей сетки. Так. Они у нас по 20, но сейчас вы увидите, что немножко нижние отступы будут шире, больше, чем отступы между горизонтальные отступы. Так, теперь нам, чтобы все это растянуть нормально, чтобы у нас не было таких больших отступов, зададим нашему слайду, то есть всем, точнее слайдам, вот у нас свайпер слайд, зададим ширину 100%. То есть каждый слайд растянется в своей в своем этом контейнере на 100% по ширине. Так, вот у нас получилась такая галерейка. Вот здесь, если верну я 20 пикселей, то у нас немножко снизу будет отступ больше, чем справа и слева. Я не знаю, почему так получилось. Вот здесь немножечко отступ побольше, поэтому здесь я немножко убавил и сделал 16 пикселей. 16 пикселей. И вот отступы у нас одинаковые. Смотрим, что получилось. Так, вот наша галерея. Но здесь 18... Так, сколько? Раз, два, три. Да, 18 изображений повторяются, и они лишние. Как их нам убрать? Значит, если посмотреть на слайды, которые выводятся в карусели, если их проинспектировать, мы увидим, что повторяющиеся слайды, которые находятся слева и справа за экраном в каруселях, у них есть свой класс Swiper Slide Duplicate, поэтому его нужно скрыть, чтобы у нас остались только наши текущие 9 картинок. Активные, так сказать. Зададим класс. Все дубликаты у нас исчезли. Теперь смотрим, как у нас все это будет. Кэш, наверное. Сейчас немножко подождем. Да, кэш. Все, вот у нас получилась такая галерея, как на макете. Посмотрим, как она будет себя вести в адаптиве. Так. Все нормально. И вот она у нас переключилась. Вот она у нас переключилась в мобильную версию. Так как у нас там стоит в настройках карусели в мобильной версии показывать один слайд, мы его значение изменим на 3, так как нам надо выводить 3 слайда. И, кстати, карусель уже начала здесь работать, вот если вы обратите внимание. То есть, если вот мы увеличиваем экран, карусель у нас превращается в галерею. Если мы уменьшаем, то карусель у нас стоит каруселью. Теперь как сделать так, чтобы у нас активный слайд показывался посередине и по краям у нас показывались только части крайних слайдов. То есть, если мы сейчас будем уменьшать экран, у нас все 3 слайда будут сжиматься в эту ширину. Что необходимо сделать? Во-первых, обнуляем отступы у основного контейнера, чтобы у нас все прилипло к краям. Далее, основному контейнеру, где все у нас лежит, зададим свойство Overflow Hidden, скрыто. То есть, чтобы у нас не появился горизонтальный скролл. Сейчас объясню. Далее смотрим общую ширину контейнера в карусели.
сосчитаем, то есть ее 820 пикселей. То есть умножаем на 3 и прибавляем. Тут у них между ними 12, 24. Ну, тут почему-то показывается 820. Я почему-то насчитал 822. Ну ладно, не суть. Так, идем в нашу медиазапрос. Идем в медиазапрос для мобильных устройств. Он у меня уже есть. Так, и значит, теперь мы будем задавать стили второму блоку внутреннему карусель 1 бокс. Так, зададим ему ширину. Зададим ширину 820 пикселей. Зададим ему ширину. Так. Вот у нас вся карусель у нас ушла за края экрана, и она у нас начинается от начала контейнера. Вот сейчас давайте я вам покажу, что было бы, если бы мы не задали основному контейнеру свойство overflow hidden скрыто. То есть у нас бы появился горизонтальный скролл. Это неправильно, то есть у вас вот так на телефоне будет. Поэтому задаем overflow hidden. Соответственно, у нас скролл пропадает. Ничего уже нет. Это еще кэш. Это еще кэш. Хорошо, кэш. Так. Теперь, как нам сделать так, чтобы у нас основной слайд активный был у нас по центру и были видны только края первого и третьего слайда? Просто зададим смещение внутреннего контейнера, вот это, в котором располагается карусель. Так, это мы пропишем здесь. Так. Смещение нужно будет задать не каким-то конкретным числом, потому что, допустим, если вот у нас ширина всей карусели 820, если мы, допустим, захотим сдвинуть ее на середину, зададим смещение, допустим, 410 пикселей. Вот она у нас ушла. У нас будет неровно, если мы будем, допустим, увеличивать экран, то есть вот так это будет некрасиво. Поэтому нужно смещение задавать через калькулятор. Так, кальк 50%, то есть будем от середины задавать смещение от середины экрана. Какой ширины бы экран не был, у нас смещение всегда будет задаваться ровно от середины. 50% минус половина ширины карусели, 420 пикселей. Зададим принудительно на всякий случай. Ну и все, как видим, у нас все аккуратненько, пропорционально смещается. Здесь можно было, конечно, сделать 5 слайдов, а хотя у нас все помещается в планшетную версию, так что здесь можно уже ничего не мудрить. Ну все, вот таким вот образом смотрим, что у нас получилось. Обновляем страничку. Так, горизонтального скролла у нас нет. И вот наша карусель, которая на десктопе и планшете превращается в галерею. Надеюсь, это кому-то пригодится. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока!